Ты заработал деньги, но их будто кто-то крадет. Ты когда-нибудь замечал, что деньги будто исчезают? Ты получаешь зарплату, а через неделю на карте уже пусто. Куда все делось? Каждый месяц деньги исчезают, но ты не понимаешь, как. Вроде не шикуешь, айфоны в кредиты не берешь, а все равно живешь от зарплаты до зарплаты. Исследования показывают, что люди в среднем тратят на 40% больше, чем думают. Почему это происходит? Кто ворует твои деньги? Подписывайся на канал, давай разберемся вместе. Почему зарплаты не хватает? Главные причины. Первое. Мы не знаем, сколько реально тратим. Люди не ведут учет расходов. Мы думаем, ну вот, тут 500, там 1000, это копейки. Но в итоге зарплата уходит просто в никуда. По исследованиям, люди занижают реальные траты на 40%, потому что не фиксируют их. Второе. Деньги сливаются на подписки и мелкие траты. Netflix, Spotify, Яндекс.Плюс, YouTube Премиум, сервисы доставки, платные VPN, облачные хранилища. Каждая подписка кажется дешевой, но в сумме уходит несколько тысяч в месяц. А если у тебя есть подписки, которыми ты не пользуешься, это деньги на ветер. Третье. Пластиковые карты равно незаметные траты. Когда ты расплачиваешься наличными, ты видишь, куда уходят деньги. А вот карты и Apple Pay – это цифры, которые исчезают молча. Мы не ощущаем траты, пока не посмотрим на баланс и не офигеем. Четвертое. Эмоциональные покупки, и я заслужил. Я сегодня не выспался, так устал. Пойду-ка себе куплю кофе за 2000. Ну, раз скидка, надо брать, а то когда еще такое будет? В итоге мы покупаем не то, что нужно, а то, что хочется прямо сейчас. На самом деле, это кофе стоит не 2000, я обычно кофе не пью, а сегодня решила себя порадовать и купить за 1250. Это даже не Starbucks, это в кофейне рядом с домом Flat White купила, потому что не выспалась. Так куда реально уходит твоя зарплата? Разбираем стандартные траты. 60-70% уходит обычно на жилье, еду и транспорт. 15-20% на кредиты. По данным Нацбанка, у 60% казахстанцев есть кредиты. 5-10% уходят на развлечения, одежду, хобби. 3-5% на непредвиденные расходы. А теперь вопрос, где тут накопление? А ответ – их нет. И это проблема. Если ты живешь на все 100% своей зарплаты, то любая форс-мажорная ситуация обнуляет твои деньги моментально. К моему видео про современное рабство был такой комментарий. Мало того, что платим своим временем, так еще и зарплата как пособие, которое должно быть прожиточным минимум. Это не зарплата, а подачка, когда вся зарплата уходит, чтобы оплатить базовые потребности, жилье и еду, а у кого-то кредиты на жилье и учебу. Действительно, мы тратим свое время, чтобы просто выжить. В этом видео мы не будем разбирать тему зарплат, так как мы это уже сделали в предыдущем ролике, обязательно посмотри его. И пиши свои истории в комментариях, потому что ваши истории – это новые темы для моих роликов. Так почему мы тратим больше, чем зарабатываем? Главная ошибка – это считать, что деньги приходят автоматически, а не требовать от них работы. Как мы обычно теряем деньги? Синдром «я заслужил» потратить на дорогой ужин после тяжелой недели. Социальное давление. Все берут айфоны в кредит. А чем я хуже? Инфляция, ожидание еще. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. И еще лень считать финансы. Кажется, что это сложно и скучно. А еще исследования показывают, что люди легче расстаются с деньгами, когда платят картой, а не наличными. Банки на этом и зарабатывают миллиарды. Бедные думают, хотя бы дотянуть до следующей зарплаты. Богатые думают, как сделать так, чтобы в следующем месяце у меня было больше денег. А теперь давай это и разберем по пунктам. Как перестать терять деньги и всегда иметь запас. Шаг первый. Записывай все траты хотя бы месяц. 90% людей не знают, куда уходит их зарплата. Заведи таблицу или приложение, фиксируй
Все. Приложения для учета расходов, их много. CoinKeeper, Money Manager, Zen Money. Я лично пользуюсь Money Manager. Либо самый простой способ – это записывать все траты вручную. Я помню, у меня отец так делал в 90-х. Я не понимала, зачем записывать, на что ты потратил. Но сейчас-то я понимаю, что он изначально был финансово грамотным человеком, и благодаря этому он и накопил на несколько квартир и машины в Алмате. Шаг второй. Оцени, какие траты реально не нужны. Разбей траты на категории: обязательные, желательные и бесполезные. Экономить значит не ущемлять себя, а значит контролировать деньги. 50, 30, 20 – это золотое правило денег. 50% на обязательные расходы – еда, жилье, транспорт. 30% на желания, развлечения, покупки, путешествия, а 20% на накопление и инвестиции. Шаг третий. Придумай финансовые цели. Копить скучно. Копить на отпуск за 6 месяцев легко, откладывая 10% на инвестиции либо сбережения. Шаг четвертый. Автоматизировать финансы. Переводить деньги сразу на счет для сбережений. Тратить тогда будет сложнее. И отключи автосписание подписок, которыми ты не пользуешься. Шаг пятый. Думать как богатые. Деньги должны работать. Вместо того, чтобы откладывать на черный день, лучше создавать источники дохода. Богатые люди не просто копят деньги, а вкладывают их в акции, в недвижимость, обучение. Шаг шестой. Не быть рабом кредитов. iPhone в кредит? Нет. Авто в кредит только если он реально нужен, а не ради понтов. Кредитка спасает? Нет. Она тебя убивает. Шаг седьмой. Финансовая подушка – это не роскошь, а необходимость. В идеале иметь сумму как минимум на 6 месяцев расходов. Это защитит тебя, если ты вдруг потеряешь работу или захочешь изменить жизнь. Поделюсь своей историей. Пользуясь всеми вышеописанными методами, я в свое время накопила свою первую в жизни финансовую подушку. Потому что я, как и вы, устала жить от зарплаты до зарплаты и бояться увольнения, все терпеть на работе, сидеть и ныть всем, что зарплаты не хватает. А еще в 29 лет любой человек начинает сходить с ума, потому что скоро 30, а у тебя ничего нет. Поэтому в 23 году я твердо решила для себя взять свою жизнь в собственные руки, а именно в финансы, и стабильно заставляла себя фиксированный процент сразу переводить на сберегательный счет, с которого нельзя снять. И еще я начала записывать каждый расход в Money Manager. Я даже платную подписку не оформляла, у меня до сих пор всплывает реклама, я ее просто отключаю. Но я туда записываю все расходы, будь это даже комиссия 200 тенге банка, я все туда записываю, потому что $850, $1000 желанным повышением все утекало. И я в 23 году, будучи 29-летней алматинкой, имея 7-летний опыт работы, имела 0 накоплений ни своей квартиры, ни своей машины, ни одной брендовой вещи, или даже отпуска куда-нибудь там в Таиланд у меня не было. И все это на самом деле для меня не показательство какого-то статуса, а наоборот показывает, что человек с бедным мышлением. Но если решить, что все, вы не хотите больше жить от зарплаты до зарплаты и нужно что-то менять в своей жизни, у вас все получится. Ведь я была в той же ситуации, что и вы, и все-таки смогла накопить свою первую в жизни финансовую подушку. А в 24 году я смогла увеличить еще свой доход в 4 раза и создать несколько источников дохода. Но по сей день я записываю каждую потраченную копейку, не покупаю брендовых каких-то люксовых вещей. В отпуск не летаю, не беру ничего в рассрочку. У меня нету никаких
кредитов, ни долгов. У меня даже айфона нету, но зато я умею мастерски монетизировать свои навыки, свободно разговариваю на 4 языках, путешествую по всему миру за счет зарубежных университетов. И я знаю, что вы можете также. Если тебе интересно, ты можешь прийти в мой телеграм-канал. Теперь финал. Как перестать быть рабом зарплаты? Проблема не только в том, что ты зарабатываешь мало, но и в том, что у тебя деньги просто утекают. Если ты не контролируешь свои финансы сейчас, то что будет через 10 лет? Все будет точно так же, как и сейчас. Или наоборот, хуже. Но если ты начнешь считать деньги, прокачивать свои навыки, создавать новые источники дохода, деньги начнут работать на тебя, а не ты на них. А куда уходит твоя зарплата? Пишите в комментарии свои истории и давайте обсуждать.